Привет! Я часто люблю разгадывать различные загадки и головоломки. Сегодня мы покажем вам самые интересные из них и посмотрим, сможете ли вы их разгадать. Это Алиса, и она оказалась на вот таком квадратном островке, окруженном глубоким рвом с водой. Плавать она не умеет, к тому же там плавает огромный крокодил. Но тут на помощь приходит ее любовник Федерико. К счастью, у него с собой две доски, но, к несчастью, они не дотягивают до ширины рва несколько миллиметров. Ваша задача расположить эти две доски так, чтобы Федерико смог по ним пройти на остров и спасти Алису. Загадка без подвохов. Может, кому-то будет легче ее решить, если он изобразит ее себе на бумаге вот таким образом. Можете начинать думать над разгадкой. Каждому понадобится разное количество времени, поэтому нажмите на паузу и думайте сколько хотите. Так как сейчас я покажу разгадку. Первую доску мы ставим на угол рва, а вторую вот таким образом. Я, честно говоря, разгадал ее только через минут 10. Итак, перед вами дверь в комнату, перед которой расположены 3 выключателя. И внутри комнаты находятся 3 обычные лампочки, подключенные к этим выключателям. Ваша задача установить, какой выключатель отвечает за включение какой лампочки. Вы можете включать и выключать их сколько угодно раз, но не заглядывая в комнату. Войти же в комнату можно только один раз, и там уже дать ответ. Нажмите на паузу и подумайте, так как сейчас мы покажем ответ. Надо сделать так. Включаем первый выключатель, ждем некоторое время и выключаем его. Потом включаем второй выключатель и заходим в комнату. Теперь нам нужно потрогать лампочки, которые не горят, чтобы определить, какая из них теплая. Именно за нее и отвечает первый выключатель, который мы включали самым первым, так как его лампа во время работы нагрелась. Второй выключатель сейчас включен, и очевидно, что он отвечает за среднюю лампу, которая сейчас горит. И третий выключатель, который мы не трогали, отвечает за холодную лампу. А теперь загадка со спичками. Мы имеем вот такую фигуру, которая состоит из 6 квадратов. Ваша задача убрать из фигуры 2 спички, чтобы осталось только 4 квадрата, но без вот таких лишних спичек. Можете нажать на паузу и подумать. А мы показываем разгадку. Надо убрать спичку здесь и с другой стороны. Получаем 4 квадрата без лишних спичек. Мы имеем 3 ящика с фруктами. В одном лежат только апельсины, во втором апельсины вперемешку с яблоками, и в третьем только яблоки. На ящиках наклеены наклейки с этими фруктами, но мы знаем, что все они наклеены не на свои ящики, то есть все наклейки врут о содержимом своего ящика. Вам разрешено приподнять крышку одного ящика и, не заглядывая внутрь, достать один фрукт. После этого вы должны назвать содержимое каждого ящика. Итак, разгадка. Слушайте внимательно, ибо, возможно, ее сложно будет понять. Приоткрываем крышку ящика с наклейкой перемешанных фруктов и достаем, что нам попалось. Это яблоко. Так как мы знаем, что все наклейки врут, то в среднем ящике не может быть перемешка фруктов, и значит там целый ящик яблок, раз мы достали оттуда яблоко. В остальных 2 ящиках остались апельсины и перемешка фруктов. А значит, в ящике с наклейкой апельсина находится перемешка фруктов, а в оставшемся ящике апельсины. Немножко сложно понять с первого раза, но так оно и есть. Как вы думаете, почему канализационные люки делают круглыми? На это есть как минимум 2 причины. Можете нажать на паузу, так как сейчас прозвучит ответ.
Во-первых, тяжелый люк круглой формы гораздо легче перемещать, просто перекатывая его по земле. А во-вторых, как бы вы ни хотели, но круглый люк никогда не провалится в свое отверстие, в то время как, разместив квадратный люк по диагонали, он легко падает в канализацию, откуда его будет достаточно сложно вытащить. Надеемся, вам понравилось. Напишите в комментариях, сколько загадок вы смогли отгадать.